Приветствую! Сегодня у нас довольно непростая, но очень важная тема — травма. Давайте разберемся, что же на самом деле происходит с человеком, столкнувшимся с ней, и главное, как можно грамотно помочь. Вот о чем пойдет речь. Сначала заглянем в самую суть, что травма делает с мозгом. Потом посмотрим на типичные реакции. Дальше разберем ключевые принципы правильной поддержки. И закончим все это конкретными практическими шагами. Итак, первый раздел. Чтобы понять, почему люди реагируют на травму именно так, а не иначе, нужно, что называется, заглянуть под капот, посмотреть, какие изменения происходят в мозге. И сразу стоит прояснить, травма — это не что-то однородное. Совсем нет. Это может быть один единственный, но очень сильный удар, ну, скажем, авария. А может быть и что-то, что длится долго, повторяется снова и снова, особенно в ситуациях, откуда сложно выбраться. Вот смотрите, в нашем мозге есть такая штука — миндалина. Это своего рода датчик дыма. В норме он срабатывает на реальную опасность. Но после травмы этот датчик может, скажем так, стать гиперчувствительным. Он начинает звенеть по любому поводу, даже если на кухне просто подгорел тост. То есть реакция «бей или беги» включается почти постоянно. Идем дальше. Есть еще гиппокамп, наш внутренний архивариус. Его работа — брать воспоминания, ставить на них дату, время и отправлять в архив. Травма, по сути, сбивает его с толку. Он не может нормально обработать травматическое событие и положить его на нужную полку с пометкой «прошлое». И вот из-за этого сбоя воспоминание не ощущается как прошлое, оно ощущается, как будто происходит прямо здесь и сейчас. И, наконец, диспетчерская вышка, префронтальная кора. Это наш центр управления, отвечающий за логику и здравый смысл. Именно она должна сказать паникующей миндалине «спокойно, это всего лишь тост, тревога ложная». Но травма ослабляет этот контроль. Связь между диспетчером и сигнализацией нарушается. В итоге миндалина продолжает кричать, а префронтальная кора не может ее успокоить. Отсюда и ощущение, что эмоции просто захлестывают. Хорошо, с тем, что творится в мозге, разобрались. Теперь давайте посмотрим, как вся эта внутренняя перенастройка выглядит снаружи, то есть как она проявляется в поведении и чувствах человека. И вот тут, внимание, очень важный момент. Все эти вещи, флешбеки, желание избежать всего, что напоминает о случившемся, постоянное напряжение, чувство вины — это все не недостатки характера, это не слабость. Это абсолютно нормальные реакции на ненормальные события. Это то, как психика отчаянно пытается справиться с тем, что произошло. Это, по сути, инстинкт выживания в действии. Однако есть черта, за которой нужна уже не просто поддержка близких, а помощь специалиста. Вот эти красные флаги — это сигналы СОС. Если появляются мысли о суициде, если человек полностью уходит в себя или начинает серьезно злоупотреблять алкоголем или другими веществами, здесь нужно действовать и обращаться за профессиональной помощью срочно. Окей, теперь, когда мы понимаем и механику мозга, и внешнее проявление, мы можем перейти к самому главному. Как, зная все это, помогать правильно, как оказывать поддержку, которая действительно работает. И вот он, ключ ко всему. Вся суть травмоинформированного подхода заключается в смене одного единственного вопроса. Вместо того, чтобы спрашивать «что с тобой не так?», мы начинаем спрашивать «что с тобой случилось?». Казалось бы, мелочь, но этот сдвиг в фокусе меняет абсолютно все. Этот подход стоит на 6, так сказать, столпах. Безопасность, доверие, поддержка со стороны тех, кто прошел через похожее, сотрудничество. Но обратите внимание, в самом центре, как фундамент, лежит безопасность. Без ощущения физической и эмоциональной безопасности все остальное просто не будет работать. Это основа основ. Так, с теорией разобрались, а что на практике? Как все эти красивые принципы превратить в реальные действия? Давайте перейдем к конкретным инструментам, которые может использовать любой из нас. Разговор с человеком, пережившим травму, это очень тонкий момент. Здесь легко навредить. Вот простая, но рабочая схема. Сначала представиться, затем убедиться, что человек в безопасности прямо сейчас. Задавать открытые вопросы и, очень важно, избегать вопроса «почему?». Он часто звучит как обвинение. Давать понять, что эмоции человека нормальны, не торопить. И в конце мягко предложить варианты помощи. Такой подход помогает вернуть человеку чувство контроля.
Чтобы помочь, нужно видеть всю картину целиком. Не только само событие и его симптомы. Важно понимать, что еще происходит в жизни человека, какие есть факторы риска. Но, что не менее важно, нужно видеть и защитные факторы. Это его сильные стороны, его ресурсы, близкие люди, готовность говорить о проблеме. Это то, на что можно опереться. И вот что важно усвоить. Для того, чтобы оказать первую, базовую поддержку, не нужно быть психотерапевтом. Иногда самые простые вещи работают лучше всего. Просто сказать: «Твои чувства понятны». То, как ты реагируешь, это нормально. Напомнить о простых вещах, вроде сна и еды. Помочь отгородиться от контента, который триггерит. Простое человеческое участие и знание основ — это уже огромная сила. Итак, если свести все к одной главной мысли, то она будет такой. Сострадание само по себе — это хорошо. Но сострадание, подкрепленное знаниями о том, как работает травма, это совсем другой уровень. Именно такое знание помогает создать то самое безопасное пространство, в котором и может начаться исцеление. И в конце вопрос, над которым стоит подумать. Мы поговорили о том, как помочь одному человеку, а как сделать так, чтобы эти принципы — безопасность, доверие, поддержка — стали основой не только личных разговоров, но и работы целых систем — школ, больниц, организаций. Как встроить это в ДНК нашего общества?